Всем привет, с вами Астер. В этом ролике я постараюсь ответить на все ваши вопросы и расскажу о себе, о том, что было на канале до Геншина, о моем аккаунте в игре и о том, как я монтирую АМВ, как нахожу песни, делаю переходы и так далее. Поехали! Итак, постараюсь рассказать кратко о себе. Мне 27 лет, я парень. Нет, я живу не в России, проживаю на востоке Украины, это практически рядом с Россией. Хобби у меня как таковых нет, разве что, играть в Геншин, конечно же. На другие попросту времени не хватает. Все время у меня отнимает монтаж. Самое любимое аниме у меня это Наруто. Также очень нравятся Мастера Меча Онлайн, Слизь, Боруто, Геройская Академия, Блич, Возрождающие, Импульс Мира, Бригада Пожарных, Ван Панчмен, Рейтинг Короля и еще много других. Раньше я сильно увлекался Майнкрафтом. В то время я смотрел на ютубе, как люди строят невероятные вещи в Майнкрафте и снимают летсплеи на своих серверах. И понял, что хочу создать собственный сервер, где буду строить, играть и снимать свои видео для ютуба. Через год, когда все было готово, я оплатил хостинг и запустил сервер. На нем почти никто не играл, онлайн почти всегда был равен нулю. За следующие 2 года я несколько раз пытался перезапустить сервер, добавлял новые функции, строил новые постройки, переделывал старые, но потом мне все это начало надоедать. В общем, я снял что-то около 10 роликов о сервере. На создание каждого видео уходило по несколько месяцев. Слишком много денег и сил было вложено, а результата не было. Также не было и просмотров на ютубе. В конце концов я случайно удалил летнюю версию спавна. Психанул и ушел из Майнкрафта. Позже я решил немного расслабиться и поиграть в Fallout 4. И у меня возникла идея начать снимать прохождение. Это был очень простой контент. Фактически я восстанавливал психику после Майнкрафта. Половину времени я играл, а другую половину монтировал. Я снимал как бы сам для себя. Мне реально нравилось то, что я делал. Это было не напряжно и весело. None of your concern. Hey, I live here. Of course it's my concern. And you're... Один эпизод я делал приблизительно дня за 2-3. Всего я снял 32 эпизода, в среднем по 8 минут каждый. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Brotherhood of Steel. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Позже я решил снимать прохождение Скайрима в том же стиле. По мере того, как я снимал, я старался добавлять все больше музыкальных вставок и различных эффектов. Со временем я стал меньше играть и больше времени проводить за монтажом. Тогда я понял, что хочу сделать выпуски более сложными и проработанными. Когда уже было снято больше 20 эпизодов, мне начал надоедать Skyrim, и я хотел начать снимать второе прохождение Fallout с другим главным героем. И даже трейлер сделал, и пока я его монтировал, я понял, что в будущем хочу делать трейлеры и монтажи под музыку. Сначала я сделал несколько нарезок под музыку. По-другому это и не назвать, они были слишком простыми, сцены не совпадали с музыкой, переходов там тоже не было. Позже я решил взяться за монтаж посложнее и попробовал сделать трейлер к фильму «Первому игроку приготовиться». Затем я решил сделать трейлер к фильму «Трон Наследие» с таким же саундтреком. Ask yourselves, are you willing to zero out for the Oasis? Are you willing to fight? Следующим в списке был трейлер к фильмам Marvel,
но в стиле Лиги Справедливости Зака Снайдера. Потом был похожий трейлер к фильму Тор Рагнарёк. После этого было еще несколько видео, но они не стоят внимания. Ну а потом уже вышел Геншин, и я сделал свое первое АМВ по нему. Раньше я играл в самые разные игры, и они мне быстро надоедали. Поиграю месяц-второй и бросаю, а в Геншин я играю уже больше года и не думаю, что он мне когда-либо надоест. Я фри-то-плей игрок, у меня нет любимого региона или любимой стихии. Последние 2 месяца я играю Тарталией, Казухой, Беннетом и Сянлин. Для меня это идеальный отряд. Вот список моих персонажей, мне как бы выпало все, кроме того, что я хочу. У меня нет любимого персонажа, потому что все персонажи в Геншине одинаково хороши. И даже многие NPC достаточно хорошо проработаны. А вот это вот я тут, короче, просто оставлю. Если что, я ни на что не намекаю. Главное, чтобы Михою изобразили это правильно, без стереотипов и без ошибок. Я надеюсь, что в Снежной не будет много персонажей с белыми волосами, не будет персонажей с глупыми именами, например, Иванович или тот же Царевич. Царевич — это вообще не имя, очень странно такое наблюдать. Или вот, Боренька. Меня чуть не разорвало, когда я это увидел. Боренька происходит от имени Борис. Боренькой можно назвать только маленького ребенка. Но никак не здоровенного мужика, если у него, конечно, нет проблем с головой. Тогда да, Боренька. Я думаю, что Снежная будет самым странным для нас регионом. Исходя из того, что сейчас есть в игре, я думаю, что умру со смеху, когда они добавят целый регион. Вот, например, Тарталья. Я вообще не знаю, что это такое и кто это придумал. Звучит, конечно, красиво, но странно. Потом его брат, Тевкр. Это вообще что-то инопланетное, даже выговаривать сложно. Но самое смешное впереди. Вот вам история. Когда Синьора появилась в качестве босса, я ей чуть не проиграл. Нет, не потому что было сложно, а потому что я случайно заметил ее имя под полоской жизней. Розалина, Кручка, Лейфальтер, Кручка. Тогда я чуть кофе не подавился. Для тех, кто не в теме, объясню. В русском языке есть слово кружка. И есть слово ручка. И вот что я тогда представил. Розалина, Кручка, Лейфальтер. You serious? Играть я начал, как это обычно бывает. Просто в ютубе я увидел, что будет интересная игра с большим открытым миром. Посмотрел обзор, она мне понравилась, и я сразу ее скачал. С монтажом все примерно так же. 1,5 года назад ко мне в рекомендации попало видео Human от канала Cinema Content. Именно в нем я увидел такие переходы и решил сам попробовать сделать нечто подобное. Монтирую я в Premiere Pro, для создания превью использую Photoshop, иногда пользуюсь After Effects. А насчет советов, думаю, единственным советом будет это набраться терпения, не спешить. Ведь такой монтаж это дело не быстрое, а если еще и песня очень динамичная, то на 10 секунд видео может уйти целый день работы. К примеру, на монтаж этого АМВ у меня ушло больше 20 дней, и я работал над ним по 8-12 часов в день. Ой, да у меня так много любимых переходов, что я все и не вспомню сейчас.
Но этот переход, он, наверное, лучший за последние 2 месяца. Самое сложное — это найти подходящую сцену для завершения перехода. Вот, например, эта сцена с Дионой, и мне теперь нужно найти следующую сцену. Я потратил 20 минут, но все же ее нашел. Посмотрите, как хорошо совпали. А вот здесь мне нужно найти несколько эпизодов с Итта, чтобы они все идеально совпадали со словами песни и друг с другом. Я уже об этом думал, но пока что это, к сожалению, невозможно. Я вкладываю в свое видео очень много труда, и это занимает много времени. На создание даже короткого видео, скажем, 45 секунд, у меня уйдет минимум 4 дня, плюс 5 часов на создание превью. Для каждого такого видео мне нужно будет найти песню без авторских прав, чтобы я позже смог ее монетизировать. Единственный выход из этой ситуации — это Patreon. Если на меня подпишется хотя бы 500 человек, то я смогу делать не только короткие видео без монетизации, но и обычные. Есть очень много песен, которые я хотел бы использовать для своих видео. И если ты хочешь, чтобы я делал АМВ на эти песни, то подпишись на мой Patreon. А на этом я как раз и закончу. Спасибо всем, кто смотрел, а тем, кто досмотрел до этого момента, положена небольшая награда. С вами был Астер, всем пока. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling